Поэтому, когда мы говорим о НЭПе, надо понимать, что это вот НЭП и родился, и умер в результате политических кризисов, и НЭП вводился под воздействием абсолютной неизбежности, абсолютной необходимости. К моменту, когда он был введен, не вводить его было невозможно, потому что по всей стране полыхали мятежи крестьян, и самое неприятное не только крестьян, потому что 10-й съезд партии, который ввел, собственно, НЭП, проходил на фоне кронштадтского мятежа, и часть делегатов съезда, прямо со съезда, пошли этот мятеж подавлять по льду Кронштадта. Это такой вот очень в советский период был такой романтизированный образ, когда вот на восставший Кронштадт по льду наступают самые идейно стойкие партийцы, потому что вот даже опора партии, значит, революционные матросы не выдержали вот этой политики военного коммунизма. Ну и, в общем, было понятно, почему не выдержали, потому что главную цель военный коммунизм выполнил. Мы победили в гражданской войне. Советская Россия в совершенно невозможных, нечеловеческих условиях оказалась способной поставить под ружье 5 миллионов человек, снабдить их вооружением, винтовками, шинелями, одеждой, обувью, пропитанием. И по тем данным, которые я видел, солдат Красной Армии был вооружен и снабжен лучше, чем солдат царской России на фронтах Первой мировой войны. Но это было сделано ценой всего остального. Выпуск крупной промышленности сократился в 5,5 раз. Выпуск товаров народного потребления сократился в 7 с лишним раз. По разным отраслям мы были отброшены по объему выпуска либо на 20 лет назад, это если повезло. По некоторым отраслям, особенно народного потребления, типа там, производства текстиля, мы были отброшены на 60-70 лет назад. Ну, то есть представьте, что вот сейчас там 2021 год, и какая-то отрасль откатывается в 1950-е по объему выпуска. И, вот, как бы, вот, и уровень жизни проседает ну, соответствующим образом. Причем хуже всего была ситуация ровно в тех областях, которые производили товары крестьянского спроса. Поэтому вот в деревне была ситуация: вы работаете, значит, мы у вас излишки заберем, а обратно мы вам предложить ничего не можем. Не потому что мы вас не любим, а потому что нечего. И на фоне вот этой разрухи, на фоне мятежей и крестьянских, там, волнений рабочих, восстания в армии, 10-й съезд РКПБ весной 2021 года принимает решение о кардинальной смене экономической политики. Ленин требовал не просто принять решение о замене продразверстки продналогом. Он требовал, чтобы этот декрет был опубликован завтра, потому что он понимал, что каждый день промедления — это нарастание мятежей, и это чьи-то смерти. Что такое замена разверстки налогом? Почему это повлекло смену всей продовольственной политики? Разверстка говорила о том, что у нас есть какое-то понимание, сколько зерна мы должны собрать, чтобы прокормить города и армию. Мы это общее количество зерна разверстываем, поэтому разверстка, по областям. И говорим: вот в вашей области должны собрать там 20 тонн зерна, там, или там 200 тонн зерна, или там 2 тонны зерна, в зависимости от того, насколько мы ее разверстываем там, вплоть до властей. А дальше нам, грубо говоря, не интересно, сколько зерна у вас останется. То есть вот вы должны сдать столько-то. И понятно, что это все шло с очень большим скрипом. А теперь мы говорим: у вас будет натуральный налог. Вы должны сдать те же самые 20 тонн зерна, но все сверх этого вы можете оставить себе
и вы можете свободно торговать этим на рынке. Мы реанимируем частную торговлю, но с кем торговать? Если друг с другом, то это не очень осмысленно, потому что в соседней деревне примерно то же самое выращивают. Вам нужно торговать с городом, потому что вам нужны товары промышленности. Там те же самые керосиновые лампы, керосин, гвозди, там что угодно. Но мы помним, что раньше предприятия всю продукцию сдавали. И это значит, что мы должны разрешить предприятиям часть продукции оставлять себе для обмена с деревней. Поначалу большевики надеялись откатиться на один шаг назад к вот этому товарообмену. Но очень быстро выяснилось, что обмениваться невыгодно, поэтому все это превращается в куплю-продажу. И Ленин осенью 1921 года говорит, что да, мы должны признать, что получается банальная купля-продажа, но мы не должны закрывать на это глаза, а мы должны не можешь предотвратить — возглавь. Мы должны сделать так, чтобы эта торговля, она была цивилизованной, укрепляла те слои, которые мы считаем нашей поддержкой, и вообще скорее помогала, чем мешала. Поэтому появляется лозунг «учиться торговать». И это очень большой слом не только хозяйственной жизни, это очень большой слом в головах. Потому что, конечно, на 10-м съезде партийцы проголосовали за НЭП. Но это породило очень большое брожение, и это породило, по крайней мере, у части партийцев очень большое разочарование. Потому что представь, что ты 40 лет профессиональный революционер. Ты сидишь в царских тюрьмах, ты сидишь, где-то там в Туруханском крае, ты делаешь революцию, ты бьешься на фронтах гражданской войны, ты, скрипя сердце, вынужден усмирять Кронштадт, потому что вот там твои товарищи оказались недостаточно сознательными и не выдержали этих тягот. А потом тебе говорят: слушай, вот мы боролись с капиталистами, а теперь нам надо их обратно разрешить. И понятно, что это очень обидно, это очень тяжело, и это такой удар, когда вот ты умом все понимаешь, но это очень трудно сделать. Кроме того, поскольку торговля была запрещена, и никто из вот этих старых революционеров торговать не учился, то как только ее разрешают, выясняется, что частник это делает гораздо лучше. И очень быстро получается такая прокладка между государственной промышленностью и деревней в виде частника, который загребает себе львиную долю прибыли. То есть в деревню товары поступают с большой наценкой, деваться крестьянам некуда, они эту наценку платят. И первым делом, буквально там за год, за два, появляются непманы и появляются совбуры, значит, советские буржуи или там советские буржуа. Но понятно, что и непманы, и совбуры вызывают страшную аллергию у революционеров. Потому что как это так? То есть вообще все, ради чего я жизнь положил. Ленина в 1921 году разбивает первый инсульт. И я думаю, что это не случайно, потому что, несмотря на то, что он сам это продвинул, я понимаю, что явно он тоже должен был это очень переживать. И если читать его последние тексты, до того момента, пока он еще был дееспособен, там 22-й год, начало 23-го, там есть несколько сквозных мыслей. И одна из этих сквозных мыслей — это такие очень тяжелые раздумья, почему не получилось наскоком. Почему мы не смогли сразу перейти к этому социалистическому распределению, когда у нас этот социализм коммун, когда сознательные производители учитывают свою продукцию, обмениваются, не надо нам никаких буржуев. Почему не получилось? И он на это отвечает: не хватило культуры. У него культура — это очень емкое слово. В первую очередь, это деловая культура. Это культура вести дела, это культура налаживать производство, это культура налаживать хозяйственные связи. И это культура такая личная,
когда ты можешь какие-то свои хотелки подчинять интересам дела. И Ленин говорит о том, что, с одной стороны, по экономическим причинам невозможно построить социализм в крестьянской стране, потому что крестьянин — это мелкий производитель, и он вот к такой кооперации не готов. То есть он еще не привык, он еще не обучен, он еще не понимает, что это выгодно, он не умеет это делать. Поэтому, когда мы к нему пришли с вот этой идеей, а давай вот мы вас всех сразу объединим в кооперативы, такие вот, когда у нас вот социализм, это такой вот всесоюзный кооператив, то, конечно, он это не понял, и по-нормальному мы его объединить не смогли. И в то же самое время не хватило культуры и нам, революционерам, не хватило культуры советским служащим, потому что частично мы аппарат советских служащих создали на базе царских бюрократов, которые тоже вот ко всем этим идеям были не очень готовы. А частично этот аппарат был создан из революционеров, которые очень преданы делу, но налаживать производство они не умеют. То есть они всей душой за, но они просто не умеют, они никогда этому не учились. Поэтому НЭП должен был решать сразу несколько задач. Одна задача лежала на поверхности — сбросить градус политического напряжения, прекратить мятежи. Мы говорим крестьянам: мы больше не будем отбирать у вас все сверх необходимого, мы берем у вас фиксированный налог, а остальное, пожалуйста, торгуйте, кушайте сами, делайте, что хотите. Второй момент — это, конечно, как можно быстрее насытить потребительский рынок, чтобы, опять-таки, этим крестьянам что-то предложить. И мы говорим предприятиям: мы не можем сейчас создать такой вот нормальный план снабжения всей страны всем необходимым. Это утопия. Поэтому часть товаров остается у вас, вы можете торговать ими самостоятельно. Более того, мы вам разрешаем производить то, что сами считаете нужным, то, что найдет спрос на свободном рынке. Поэтому главки преобразуются в тресты, иногда преобразуются, иногда возникает просто новая форма. Трест — это, по сути, тоже главк, это контора, которая руководит целой отраслью, но у нее есть свой хозяйственный интерес. Летом 2021 года в политическом языке того времени появляется термин «хозрасчет». Хозяйственный расчет — очень емкое слово, которое в разные советские эпохи значило очень разное. В 2021 году хозяйственный расчет — это коммерческий расчет. Хозяйственный расчет тоже появляется не от хорошей жизни, потому что государство говорит: у меня больше нет сил снабжать через бюджет все национализированные предприятия, и какие-то предприятия государство вынуждено отправлять в свободное плавание. Это то самое: денег нет, но вы держитесь. Государство говорит: извини, мы по смете бюджетной тебе больше ничего давать не будем. Но в обмен на это мы разрешаем тебе торговать твоей продукцией с кем хочешь. Ну, как бы вот. При этом ты остаешься государственным предприятием, ты должно проводить как бы нашу политику. В данном случае это политика смычки с крестьянством, то есть политика экономического союза с крестьянством. И поэтому производи какие-то товары, которые крестьяне купят, тебе будет хорошо, им будет хорошо, нам тоже будет хорошо, потому что ты будешь само зарабатывать себе на жизнь, а к нам не будешь ходить с протянутой рукой. Поскольку, как я сказал, торговлю очень быстро оккупируют частники, тресты понимают, что они не хотят с частниками делиться прибылью, и появляются синдикаты. Это специализированные органы для сбыта продукции национализированных предприятий. Ну, то есть это свои магазины, это своя сбытовая сеть. Синдикаты быстро понимают, что, в общем, когда ты владеешь целой отраслью, это хорошо, потому что ты монополист, и ты можешь задрать цены. И в 2023 году, через 2 года после введения НЭПа,
возникает первый кризис сбыта, который отражается, значит, очередной дискуссией в партии на тему, кто виноват, потому что ситуация парадоксальная. В стране, где нет ничего, где не насыщен спрос, возникает затоваривание на складах. То есть куча товаров не продана. Разбираются почему, выясняется, что тресты отпустили в свободное плавание, сказали, зарабатывайте деньги. Тресты посмотрели, что они монополисты, и поняли, что проще всего зарабатывать деньги, задрав цены. Ну, то есть не снижать себестоимость, не изучать спрос населения, не предлагать ему лучшие условия, а просто или ты покупаешь задорого, или ты сидишь без товаров, потому что, как мы помним, трест — это объединение предприятий целой отрасли. То есть либо ты у нас покупаешь, либо ты ни у кого не покупаешь. И понятно, что это не только такая вот серьезная шероховатость экономической политики, но это еще такая серьезная, почти философская дискуссия, а мы кто, мы что построили? То есть мы сами вырастили монополистов, которые ведут себя как монополисты, несмотря на то, что во главе них стоят наши проверенные товарищи. И, в общем, что происходит с нашими проверенными товарищами? Выясняется, что они начинают себя вести почти очень похоже на капиталистов, не потому, что они переродились, не потому, что они хотят там себе дворцы и яхты, а потому что логика экономического развития, та самая, вот, на которой базируются марксовые построения, она заставляет их вести себя таким образом. То есть вот это вот та самая экономическая необходимость, то, чем подкупал марксизм, что он не про то, что вот одни люди хорошие, а другие плохие, а он рассказывает, что вот есть экономика, она работает определенным образом, и она заставляет людей работать определенным образом. И вот да, действительно, мы это ощущаем на собственной шкуре, потому что, допустим, есть старый большевик Ногин, участник революции, член первого советского правительства, значит, устанавливал советскую власть в Туркестане, а теперь он глава Всероссийского текстильного синдиката, и он понимает, что теперь в его экономической власти диктовать цены на хлопок не только в стране, а во всем мире. На ту пору у нас не было своего хлопка, точнее его было мало, потому что Среднюю Азию, хлопководство в ней еще только надо было развивать. Поэтому сейчас нам это странно, но российская промышленность во многом работала на привозном хлопке, а тогда производителями хлопка были Соединенные Штаты. Но они торговали с нами не напрямую, а через гамбургских перекупщиков, которые, значит, львиную долю прибыли брали себе просто потому, что могли. И Ногин едет в США и говорит: да, я большевик, но одновременно с этим я глава Всероссийского текстильного синдиката, который управляет всеми текстильными предприятиями в стране. Будете договариваться? Американцы на него смотрят и говорят: господин Ногин, с вами так приятно иметь дело. Конечно, мы будем с вами договариваться. Ногин возвращается домой и ставит вопрос об объединении всех синдикатов в союз синдикатов. ВСНХ соглашается, возникает всероссийский, потом всесоюзный союз синдикатов, и удивительным образом председателем этого союза избирают, да, действительно, Ногина. То есть возникает какой-то орган наподобие нашей современной торгово-промышленной палаты, который является таким вот цивилизованным лоббистом, который приходит в тот же самый ВСНХ и говорит: слушай, а почему это ты делаешь планы производства? Вообще-то мы лучше знаем рынок, потому что мы сбытовые органы. Давай мы будем рассказывать предприятиям, что им на самом деле производить. То есть возникает ситуация, когда все вроде бы коммунисты, все вроде вот глобально согласны, что наша цель там социализм, но когда доходит вот до того, а кто, собственно, главный, приходит наркомфин и говорит: мы же вернулись к денежной политике, мы в 2020 году закрыли банк,
вообще просто вот в стране были закрыты все банки за ненадобностью, потому что к тому времени деньгами почти никто не пользовался. А в 2021 мы его снова открыли. И теперь у нас вроде бы косвенное регулирование. Мы выдаем кредиты, значит, предприятия на них развиваются, кредиты возвращают, у нас контроль рублем, хозрасчет, все дела. Я главный. Приходит вот этот вот союз синдикатов и говорит: мы знаем рынок. Почему кто-то другой должен предприятиям говорить, что делать, если их продукцию продаем мы? Давайте мы будем составлять производственные программы. ВСНХ остается и говорит: слушайте, ребят, мы вообще тут собирались, вот мы тут индустриализацию намечали, поэтому рынок — это, конечно, хорошо, но давайте все-таки я буду составлять производственные программы, потому что, вообще-то говоря, я напоминаю, это была не конечная цель, а промежуточная. Нам надо было, чтобы крестьяне бастовать перестали. Вот. А у всех у них за ними стоят какие-то там группировки. И на этом фоне возникают всевозможные оппозиции. Каждый год есть какие-то обострения в хозяйственной жизни. И каждый год это такие очень жесткие, я не знаю, как по-другому слову сказать, предъявы. Кто виноват? Все это накладывается на то, что в начале 23 года Ленин окончательно теряет работоспособность, а в начале 24 года он умирает. Партия остается без такого вот авторитета, который мог, чье слово, к кому все прислушивались так или иначе. То есть с Лениным можно было спорить, и на ту пору несогласие с Лениным, оно, в общем, никаких негативных последствий не несло. Но, как правило, к нему прислушивались именно потому, что он вот делом доказывал, что он вот как-то лучше других разбирается в политических реалиях. Ленин умирает, и возникает вот такая очень подвижная ситуация, когда вроде бы мы строим социализм, но мы его строим каким-то путем, который мы до этого вообще не думали, что так будет. Одновременно есть разные идеи о том, как его строить и кто сейчас должен быть более главный. У них у всех есть какие-то аргументы, которые вроде бы разумные, но из них совершенно разные выводы следуют. И все это накладывается на вот эту сверхзадачу НЭПа, которая говорит о том, что мы не просто развиваем экономику, а мы переделываем себя, и мы переделываем вот эту самую крестьянскую массу, для того, чтобы они и мы были готовы вернуться вот к тому образу социализма, ради которого мы все это затевали. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим о культуре того времени, я думаю, сейчас уже время вернуться все-таки к культуре, важно помнить вот этот пафос переделки, потому что когда мы читаем там партийные дискуссии того времени, там очень явно вот это чувство особости, это явное чувство, как они иногда сами о себе говорили, что мы закваска, брошенная вот в тесто, или мы зерно, брошенное в землю, которое должно взойти, что вот есть там большие народные массы, мы работаем во имя их блага, но иногда мы даже не можем им это объяснить. И мы не можем им просто сказать, что вот начинаем жить по-другому. Нам нужно годами им показывать новый путь. И более того, мы сейчас выясняем, что мы сами к этому оказались не очень готовы. И вот это учиться торговать и учиться культуре у капиталистов, учиться деловой культуре у капиталистов. Если мы смотрим, зачем были нужны концессии, то есть совместные предприятия с иностранцами, не предполагалось, что концессии будут занимать такой большой сектор экономики, чтобы как-то сильно повлиять на экономическое развитие страны в целом. Но концессии должны были быть образцами того, как вести дела. То есть наши люди вместе с капиталистами поучатся у них, как ставить образцовые предприятия. То есть одновременно это постоянная такая вот переделка себя,
когда есть вот этот шок от того, что мы были вынуждены, абсолютно вынуждены перейти к НЭПу, абсолютно необходимо было перейти к НЭПу. То есть вот к 2021 году даже слепой человек видел, что вот то, как мы первоначально пытались, ну не получается. И вот эта вот суровая необходимость того, что нам самим нужно стать гораздо более культурными в деловом плане, и одновременно нам нужно переделывать крестьян, нам нужно переделывать отсталых рабочих для того, чтобы вернуться к нашему первоначальному замыслу. Поэтому, мне кажется, вот этот вот пафос переделки, его видит, ну, наверное, каждый, кто открывает прессу того времени, потому что действительно это пронизывало все.